Йорабун, аньосайо. Mesdames et messieurs, bonjour. Приветствие, которое вы услышали в начале, это на корейском языке. Нет, я не говорю по-корейски, только алфавит выучила. Начинается мое большое путешествие по Южной Корее. Вам это интересно? Vous êtes prêts? Alors on y va? Начинается мое путешествие из аэропорта Шарль де Голль 1. Прилетела в аэропорт Инчон в Сеуле. Вот здесь, в этом магазинчике, купила бутылку воды и проездной на метро, карту на метро. Тиманин называется. И сейчас пойду искать, где железная дорога, где поезд. Вот только что приехала в гостиницу, и посмотрите, сначала надо снять обувь. Вот здесь маленький такой порожек, крошечный совершенно номер. Ну, он и стоит очень дешево, 32 евро за ночь всего лишь я заплатила. И вот так называется гостиница. Такая крошечный ванная, туалет, потому что здесь и душевая, и туалет, и, смотрите, специальные тапочки для туалета. Так, а где душ? Вообще непонятно где. А, вот. Вот такой душ. Но я здесь буду только 3 дня. И поскольку у меня был очень длинный перелет, и сейчас у меня вообще в Париже ночь еще, но мне нужно где-то перекусить. И вот я по дороге нашла рядом с гостиницей. Окей, thank you. Нашла такое симпатичное кафе. И сейчас здесь перекушу. Мой первый завтрак в Сеуле. Бон аппетит! Елочку первую вижу в Сеуле. Я в 2 шагах от знаменитой башни Намсан, телевизионной башни Намсан Парк. Но это в следующий раз пойду. Знаменитая улица с уличной едой. Я ее нашла. Упс. Пардон. Такояки. А, это японском. В японском стиле такояки. Это очень вкусно, кстати. Делисьёзе, по-французски написано. Делисьёзе. На всех языках. Как у них интересно, уже очищенные каштаны вообще лежат. Супер. Так, сначала все посмотрю, а потом попробую. Здесь какие-то пирожки жарят, блинчики. 2000 вон, 2000 вон. А, хани свит, это сладкие. Картошку продают, торнадо называется. С луком, с сыром можно взять, острый, как хочешь. Это знаменитая картошка, которую придумали корейцы. Придумали и запатентовали. Ничего здесь только нет. И одежда модная, и кремы разнообразные. И еда уличная. В общем, всего полным-полно. А, и ресторанов, естественно. Полным-полно всяких ресторанов. Так что в первый день я попала, конечно, очень хорошо. И гостиница очень удобно расположена рядом, прямо с этим кварталом. Рядом, 15 минут пешком мы здесь сварили картошку, тоже 4000 вон стоит. Вон по-корейски. О, а здесь какие-то сладкие фрукты, давайте посмотрим тоже. Ой, все очень интересно. А в сахаре? Засахаренные фрукты. 15 тысяч вон, это я потом напишу, сколько это в евро стоит. Вон. Всякие вкусные шашлычки, кукуруза, аньосайо. А это знаменитая сушеная хурма. Это надо обязательно попробовать. Жареный осьминог. Смотрите, какие они красивые. Здесь что-то кипит, шваркает, вкусно пахнет. Это что? А, это чикен. Аньосайо. Это девушки информация, информацион у них написано. Можно задать вопросы. Ой, здесь так здорово, мне так нравится. Это знаменитые блинчики овощные, вегетарианские. А это с кимчи. Все здесь же жарится.
Ну вот сейчас я вышла на Мёндон-стрит, одна из самых торговых улиц. Вот здесь очень известный универмаг Лотте. Подивило больше всего, что вот эти улицы широкие, красивые, а дальше ты видишь горы. То есть вот первый день я приехала в Сеул, и я сразу видела горы, природа, несмотря на то, что это огромнейший город. Но первый день, поэтому я только еще открываю, еще у меня 8 часов разницы с Парижем. Я все-таки выучила корейский алфавит, я теперь могу прочитать Мёндон Копи. Копи — это значит кафе. Вот это кафе, Мёндон, на улице Мёндон. Кафе. Невероятный город. Большая улица с большими магазинами. И опять с другой стороны гора и парк. Вот это я понимаю, вот это Рождество, вот это праздник. Еще в первый день моего прилета в Корею. Даже не знаю, с какого ракурса вам снять, потому что это невозможно объять на мой слабенький телефон. Но это очень красиво. Просто лампочки на деревьях. Это настолько красиво и настолько празднично. И что же за знакомая фигура? Оказывается, Пушкин Александр Сергеевич. Здесь на русском языке его стихи: «Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись, в день уныния смирись, день веселья, верь, настанет» и так далее. Попробовать на улице. Вот сейчас я это попробую. Это очень вкусно вообще. Это прозрачная лапша с овощами.
Наверное, очень хороший ресторан. Здесь такая очередь большая. Сейчас 6:30 стоит. Вау! Сегодня мой второй день в Сеуле. И сегодня прохладно утром, хорошо. Такое зимнее утро, солнечное. И сегодня моя цель — посещение Королевского дворца. Я вышла из гостиницы, и сейчас мне нужно в метро сначала. О, вот здесь я успею перейти. У меня есть станция метро рядом. И прямая линия, 3-я линия до замка Кёнбокгун. В метро один из входов, вернее. Здесь 2-я и 3-я линия. Мне нужно 3-ю линию. Метро сеульское очень удобное, очень чистое, никаких запахов. Очень много подземных переходов. И в подземных переходах магазины, кафе. Так, и сейчас мне нужно найти 3-ю линию. Вот зелененькая — это 2-я. И вот моя 3-я линия. Так, и здесь нужно смотреть по конечным. Так, я не посмотрела. Конечная линия. Сейчас я найду Кёнбокгун. Я купила проездной, называется Тимани. И вот сейчас здесь я пройду. 3-я линия. И это 2-я остановка Кёнбокгун. Ну, я читаю немножечко все-таки по-корейски, хоть по слогам, но читаю. И вот сюда нужно вниз теперь. Мне направо Кёнбокгун. Налево это другое направление, противоположное. Метро супер чистое в Сеуле. В отличие от Парижа, потому что в Париже это просто вонючая подземка. Кроме того, еще настоящий бомжатник, жилище для бездомных. Здесь чистота и порядок. Следующая моя станция Кёнбокгун. В выходе здесь очень хорошее указание. 5-й выход у меня Кёнбокгун. Налево. Смотрите, какая красота. Я выхожу из метро, и слышно уже барабаны. Там сейчас смена караула. Я должна успеть в 10 часов утра посмотреть. Вот он, Кёнбокгун. Так, где вход? Вот здесь. Посмотрите, этот пейзаж изумительный. Это Сеул. Сеул, столица. Вот там я успею. Среди туристов очень много в ханбоках. Ханбок — это традиционный корейский костюм. Здесь можно взять на прокат, и тогда у тебя бесплатный вход в музей. Это все костюмы 15 века. Ну, вернее, в стиле 15 века. Именно так одевались в конце 15 века. Абсолютно точные копии. И все это добровольцы. 단속, 결송. 지금 당직 수문 가오시마스. 수문군 후! 은군 후! Невероятно костюмы с 15 века. Как будто действительно оказался в 15 веке. Ампасюн очень впечатляет. 이제 당직 수문문이 퇴장하는 절차인 삼엄을 알리는 큰 북을 치겠습니다. Конец церемонии. Одно дело, когда ты смотришь это видео других людей, и совсем другое дело, когда ты присутствуешь. Мурашки по коже. Очень интересно. А со стражниками можно сфотографироваться. И вот видите, очень много иностранцев в ханбоках. И можно подойти с ними сфотографироваться. Вот такие красавцы.
사진 촬영 시 숨은 분이 불편해할 수 있어오니 옷이나 의상물을 Теперь мне нужно где-то купить билет. Толпа людей. Начало декабря. Вроде бы еще не каникулы, но вау, это там такая очередь за билетами. Пойду в очередь. На самом деле в очереди я стояла совсем недолго, 2 минуты. Билет стоит 3000 вон. Напишу потом, сколько это в евро. Ну а теперь пошли смотреть дворец. Кёнбокгун – официальная резиденция короля, основанная правителями династии Чосон в 1395 году. И дворец стал главной из королевских официальных резиденций. Дворец называется Кёнбокгун. Кёнбок – это значит правители новой династии будут процветать. А кун – это значит дворец. Дворец процветающей династии. Дворец был частично разрушен пожаром в 1592 году при короле Сонджо во время японского вторжения и пробыл в таком состоянии на протяжении почти 270 лет. И только при короле Коджоне был восстановлен в 19 веке. Изначально Кёнбокгун насчитывал около 500 зданий, часть из которых были рабочими кабинетами и залами для короля и государственных чиновников. А другая часть составляла дворцовые покои и сады для отдыха короля, королевы и других жителей дворца. Ну, тот, кто интересуется метафизикой восточной, это уже ясно и понятно, что этот дворец построен по фэншую. На севере гора, там на юге река. Ну, тогда я тоже девушку сниму на фоне этого дворца. Очень красивый кадр. Этот дворец мне очень напоминает запретный город в Пекине. Только в Пекине там намного больше зданий сохранилось, очень хорошо сохранилось, действительно огромное количество маленьких построек, лабиринтов. Здесь, по-моему, из 500 сохранилось только около 30 зданий всего лишь. А вот эти столбики, что вы видите, здесь иероглифами, это цифры, которые обозначали ранг. До 18 рангов было среди чиновников корейских. И вот здесь выстраивались на этой площади перед Королевским дворцом чиновники в соответствии со своим рангом. Ну а это, я так понимаю, здесь был тронный зал. Сейчас посмотрим. Скульптура, посмотрите. Действительно, в этом здании тронный зал. Во время японской оккупации дворец был намеренно поврежден. В 1915 году под предлогом открытия выставки национальной продукции Чосон был разрушен более чем на 90%. И с 1990 года началась полная реконструкция дворца, при котором дом генерала-губернатора японского был снесен, а на его месте восстановлен первоначальный вид дворца Кёнбокгун. Это я вам прочитала информацию. Вот здесь есть на русском языке, и очень удобно, можно все это прочитать и посмотреть. А вот это павильон, который использовали короли для банкетов и для приема иностранных гостей, иностранных дипломатов. А там, посмотрите, 2 острова, и на них сосны. Очень мне напоминает дворец в Киото, который называется Кинкакуджи. Вот там также такие же острова с соснами. Восточная философия, что вы хотите, характерная для Китая, для Японии, для Южной Кореи. Какой красивый кадр отражается, отражение. Лед как зеркало. Эту красоту хочется снимать и снимать. Это завораживает. И с погодой повезло. Замечательный сегодня день, солнечный.
Еще хочу подойти вот к этой пагоде. Что сделали садовники? Природа, сосна преклонила колени перед королевским павильоном. Клен, и там вторую формирует сосну. Есть еще один вход на территорию этого дворца, Кенбок-кун, северные ворота. А там дальше видна голубая крыша, но вот чуть-чуть мне видно, но вам, может быть, не видно. Там находится президентский дворец, работает президент Республики Корея, но нельзя выйти с билетом и потом опять войти сюда, поэтому это я в следующий раз посмотрю. Наверное, они делают прогулку. Кто не стоят так долго. Вот уже третий раз обходят. Я думаю, это для как физическое упражнение. Подведем итоги. На территории этого дворца я провела 2,5 часа. Только по территории прошла, не заходя в музеи, потому что есть 2 больших музея. А здесь вот охранники в одеждах 15 века, к ним можно подойти, рядом с ними сфотографироваться. А на этом я закончу нашу прогулку, но это только начало, продолжение следует. Спасибо, что вы смотрите мои видео, и до новых встреч на канале о Франции не только. Пока! Пришла пообедать в забегаловку напротив моей гостиницы. Принесли сейчас закуски, вот здесь рис. Я уже все знаю, где лежат из видео других людей. Вот здесь должны лежать вилки. Видите, точно, в столе. Салфетки. Я искала салфетки. Где салфетки? Они здесь, оказывается. Все кипит. А это вот сунде колбаска. Попробуем. Первый раз в жизни загадать желание надо. Так, вот такой суп. Острый. Вкусный. Мне понравилось на вкус. Вкусный. Но достаточно острый.